Приветствую всех, кто решил связать со мной пингвинчика. Я решила начать с него, потому что здесь, наверное, собраны все приемы, которые могут пригодиться и для других зверюшек. Начинаем мы с кольца амигуруми. В первом ряду провязываем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми и получаем 6 столбиков по кругу. Если вы не умеете это делать в первой части, я медленно показала, как это. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок, то есть вяжем по 2 столбика без накида в каждую нашу петелечку. И получаем 12 столбиков по кругу. Здесь можно поставить маркер, чтобы удобнее ориентироваться было. В третьем ряду мы чередуем один столбик без накида и одну прибавку. И повторяем так 6 раз. В итоге мы получим по кругу 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем 2 столбика прибавка, повторяем 6 раз. В итоге мы получаем 24 столбика. В пятом ряду провязываем 3 столбика и одну прибавку, повторяем 6 раз. Но не забывайте, что вяжем мы, заводя крючок сверху над нитью, для того, чтобы избежать такого очень сильного перекоса. В шестом ряду нам нужно сделать 4 прибавки, но количество наших столбиков не делится ровно на 4, поэтому мы их примерно равномерно распределим. Провяжем 6 столбиков прибавка, 7 столбиков прибавка, ну и повторим это 2 раза. Далее мы начнем вводить белый цвет. Ну и вот я немножко изменю оформление, чтобы оно было беленькая часть более круглая. Вводим крючок, вытягиваем серую нить, у нас 2 петли на крючке и присоединяем белую. Далее начинаем вязать белым цветом. Но еще вот я хотела бы закрепить нитку, чтобы она не выползала никуда. Подводим крючок под эти нити и провязываем наш столбик. Это вот первый белый. Еще раз под эти нитки и провязываем второй белый столбик, третий. На третьем столбике провязываем уже серой нитью. Нам нужно сейчас получить 2 серых. Вот мы провязываем первый, второй. Заканчиваем мы второй провязывать белой нитью. Свободненько ее вводите, чтобы она провисала, чтобы ничего не тянуло. Далее снова вяжем 3 белых столбика. 1, 2 и 3.
третий вытянули 2 петелечки и провязываем их серой нитью. Вот у нас получилось 3 белых, 2 серых и еще 3 белых. Ну и остальные серенькие вяжем до конца ряда без изменений серым цветом. В следующем ряду мы сместимся на один столбик в стороны. Для этого, не довязывая до белой части 2 петли, мы вот вводим крючок, на крючке 2 петли, и здесь прикрепляем уже белую нить свободно, чтобы не тянуло, пусть провисает. Провязываем белую ниточку, и вот у нас получится, следующий столбик был серым, сейчас он будет белым. Сместились в сторону на один беленький столбик, ну и вяжем вот 2, 3, 4. Теперь вот 4 беленьких получается. На 4 меняем ниточку на серую, 4 провязываем серенькой. Дальше нам нужно получить 2 серых столбика. Провязываем первый серой нитью, второй вводим крючок и 2 петли на крючке, его провязываем белой ниточкой. Вот получили 2 серых. Дальше нам нужно провязать 4 столбика белых, чтобы сместиться еще на один столбик. 1, 2, 3, 4. Провязали. Ну, не провязали, 2 столбика на крючке и провязываем его серой нитью, ну и до конца серым цветом. В этом ряду нам тоже нужно сместиться на один столбик в сторону. Для этого вот 2 столбика не довязаны до белой части. Вытягиваем серую ниточку, провязываем этот столбик белым цветом и провязываем далее 12 столбиков белым цветом. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, уже серые тоже провязываем, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик мы вот сместились, еще добавили один столбик белого цвета. На 12 меняем ниточку на серую и вяжем до конца ряда серенькие столбики. Следующий ряд мы провязываем без изменений. На последней серой петелечке, которая до белого рисунка, вводим белую нить и провязываем 12 белых столбиков. На 12 белом столбике вводим серую нить. Вот поменяли на 12 на последнем ниточку на серую и провязываем до конца ряда все серые столбики. Ну и не забывайте, если получается, вот так вот закреплять ниточку, чтобы они потом никуда не выползали. Расправить можно, подтянуть. Можно, конечно, разрезать эти ниточки и завязать узлом потом, чтобы оно не выползало, но мне кажется, так удобнее. Следующие 2 ряда у нас идут без изменений. Это 2 ряда серого цвета, поэтому вот белая часть оформления мордочки у нас заняла всего 4 ряда. Следующие 2, 11 ряд и 12, мы провязываем просто серым цветом, и это 34 столбика по кругу. Тринадцатый ряд мы вяжем тоже только серым цветом, и здесь мы должны сделать 8 прибавок. Для этого мы провяжем 4 столбика прибавка 2 раза
И 3 столбика прибавка 6 раз. Ничего сложного, но нужно, конечно, быть очень внимательным. Ну и вот сейчас нужно определиться, будете вы вязать пингвинчика вот с просто беленьким животиком, либо с таким сердечком. Ну, я попробую показать сердечко. Ставим маркер и начинаем вязать животик. Должен начаться вот под белой нашей частью, поэтому мы просто прикрепляем ниточку и начинаем вязать 14 белых столбиков. Просто по прямой 14 белых столбиков и остальные серой нитью. Маркер, ниточку пока не убирайте. Пока мы не оформим животик, пусть она побудет на том же месте, где мы ее сейчас прикрепили. На 14 столбике меняем ниточку на серую. Свободно, чтобы она провисала. Добавляем ее в наше вязание. Вводим крючок в столбик серый предыдущего ряда. Вот так вот закрепляемся и вяжем все серые столбики до конца ряда, до маркера. Когда до белой части останется 2 петли, вот на второй, которая в правую сторону идет, мы добавляем белый цвет и смещаемся таким образом на одну белую петелечку в сторону, добавляем ее. Сейчас мы провяжем 16 белых столбиков. На 16 петле мы меняем цвет на серый. Теперь такой момент. Если мы вяжем пингвинчика с сердечком, то мы сейчас вернемся, распустим нужное нам количество петелечек. Если же мы вяжем просто беленький животик, то вот он занимает 10 рядов, и мы дальше вяжем без изменений. Сердечко в самом своем широком месте занимает 7 столбиков, поэтому мы отсчитаем нужное количество. Один столбик с одной стороны беленький, дальше сердечко и белые столбики с другой стороны. Таким образом, на 9 петелечке, на 9 столбике от начала ряда мы вводим красную ниточку. 9 столбик провязываем красной нитью. Это мы прикрепили нить, это не первая. И вот сейчас закрепляемся, как мы это делали, и вяжем 2 столбика красной нитью. Первый, второй. То есть мы вытягиваем ниточку. У нас 2 петли на крючке. И вторую красную петелечку вот провязываем белой нитью. Видите, 2 получилось столбика. Теперь нам нужно получить один белый. Вытягиваем петелечку. И вот эти 2 петли провязываем красной нитью. Дальше нужно получить 2 красных. Первый, второй. На втором провязываем его белой нитью. Ну и довязать этот ряд белыми столбиками. Нам нужно 2 провязать. Сейчас вот первый и второй. И вот этот второй мы провязываем уже серой ниточкой. Но вот внимательно, чтобы не затянуть нить, прокладывайте ее свободненько. Закрепляем белую и серенькую ниточку и вяжем дальше серыми столбиками до конца ряда. В следующем ряду вводим белую ниточку, когда вот дошли до белой части, да, в
предыдущем столбике и провязываем 8 белых столбиков без накида. Далее мы должны сместиться в стороны на один красный столбик, поэтому когда вот дошли, не довязывая 2 столбика до красного, провязываем один красной нитью и следующий тоже красной нитью. В итоге мы провязать должны сейчас все вот эти вот петелечки красным цветом и сместились в стороны на один. Вот этот беленький тоже красным. И последнюю петельку этого красного ряда провязываем белым цветом. Последний столбик белый, мы его провязываем серой ниточкой. И до конца ряда серым цветом вяжем все столбики без накида. Вот что у нас должно получиться. Доходим до конца ряда. Петелечку, которая перед белым рисунком, провязываем белой нитью. Закрепляемся. Вяжем 8 белых столбиков. На 8 вводим красную нить. 8 столбик белый провязываем красным цветом. Далее вяжем 7 красных столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 2 петелечки на крючке, провязываем 7 белой нитью. Дальше по рисунку идет белый столбик, вытаскиваем белую ниточку и провязываем ее серой нитью. В итоге мы получаем белую петелечку по рисунку и далее вяжем серой ниточкой все серые петелечки до конца ряда. Это у нас 26 столбиков. На 26-м мы провязываем 26 столбик белой ниточкой и закрепляем вот так вот белую и серую ниточку и вяжем следующий ряд. Провязываем 9 белых столбиков. На 9 столбике мы вводим красную ниточку. Таким образом мы уже сужаем сердечко. Добавляем белую ниточку в красный рисунок. Закрепляемся вот так вот. И провязываем 5 красных столбиков. То есть получается мы в конце сейчас по рисунку получим 2 красные петелечки. Вот не доходя до конца рисунка 2 петелечки, вводим белую нить и провязываем последний красный столбик белым цветом. Последний белый столбик по рисунку провязываем серой ниточкой и вяжем серые до конца ряда. Нужно, конечно, очень большое терпение, чтобы всем этим заниматься, но я думаю, со временем, если приноровиться, все у вас получится. Ну, вот что у нас получается. Внутри вот такой кошмар. Следите за тем, чтобы ничего не стягивало. Эти ниточки можно вот так вот разрезать, даже если стянулось, ну и потом завязать узелочками для надежности. Довязали до конца ряда, остается одна серая петелечка, на ней мы меняем цвет на белый. Так свободно прокладываем ниточку, чтобы она провисала,
и вяжем следующий ряд. Вяжем 10 белых столбиков. На 10-м столбике мы провязываем 10-й столбик красной ниточкой, продолжаем сужать сердечко, и далее у нас по рисунку 3 красные петли, 1, 2, 3, третью мы провязываем белой ниточкой. Здесь по рисунку у нас уже получится дальше 3 белые петелечки. На третьей мы меняем ниточку на серую. Тоже очень свободно, чтобы ничего не стягивалось. И вяжем все серые до конца ряда. Здесь вот не забываем закрепляться. Дошли до конца ряда. Последнюю серую петелечку серого ряда провязываем белой. И продолжаем вязать белый рисунок. Сейчас мы сдвинемся еще на одну белую петельку влево. Провяжем 11 белых столбиков без накида. Терпите, сердечко уже почти готово. 11 столбик мы провязываем красной ниточкой. Рисунку у нас здесь получится одна всего лишь красная петелечка, один столбик. Вот мы вводим в этот столбик крючок, на крючке 2 петли красные, их провязываем белой ниточкой и вяжем дальше беленькие столбики. Это получится вот 1, 2, 3, 4. 4 2 петелечки на крючке, вводим серую ниточку, провязываем этот столбик серой ниткой и вяжем следующие столбики до конца ряда серым цветом. Провязываем до конца ряда серые столбики, и в этом ряду мы уже начнем сужать белую часть. Для этого мы провязываем уже один белый столбик из рисунка, провязываем один серый столбик, вводим, провязываем его белой ниточкой, то есть смещаемся на один, и дальше провязываем 14 белых столбиков. Красную нить нам уже не понадобится вводить, ее можно будет отрезать. На 14 столбике мы вводим серый цвет, провязываем 14 столбик серой ниточкой, свободненько ее прокладываем, так вот даже с запасом, чтобы она провисала, и провязываем дальше серые столбики.
Красную ниточку, чтобы она нам не мешала, можно отрезать и закрепить ее узелком с изнаночной стороны. В следующем ряду мы смещаемся еще на один столбик, провязываем 2 серых, на втором вводим белую ниточку, и у нас должно получиться сейчас 12 белых столбиков. На 12 столбике мы меняем цвет на серый. И поздравляю вас, с животиком мы покончили. Далее вяжем по кругу серыми столбиками до конца ряда. Вот что должно получиться. Белую ниточку можно отрезать, тоже завязать ее узелочком, чтобы она никуда не убежала. Вот на этом этапе нужно вставить глазки. Можно было это сделать раньше, но в принципе сейчас это сделать удобно. Место не тяжело найти. Это вот между этими 4 ряда, отступив 2 ряда снизу посерединке. У меня глазки 5 миллиметров, но если вы воспользуетесь глазками 6 миллиметров, мне кажется, даже еще лучше будет смотреться. Но у меня просто не оказалось таких глазок. У меня глазки на безопасном креплении. Вот нужно их надежно закрепить. Я еще расплавляю край, но я это показывать не буду для того, чтобы детки, которые вяжут со мной пингвинчика, себе не навредили. Обратитесь к взрослым, они точно знают, как это сделать. В следующем ряду, в 24-м, мы провязываем 5 столбиков и 1 убавку. Повторяем 6 раз. Сейчас это только серый цвет. Убавку мы делаем незаметную. То есть берем за переднюю стеночку 1 петлю и за заднюю стеночку следующую и провязываем. В следующем ряду провязываем 4 столбика убавка, но мы разобьем. Сначала провяжем 2 столбика убавка и затем 4 столбика убавка 5 раз и снова 2 столбика. В 26 ряду провязываем 3 столбика убавка, повторяем 6 раз и у нас остается 24 столбика по кругу. Самое время наполнить игрушку наполнителем и продолжить убавки. В 27 ряду мы провязываем 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. Наполнителем это не очень удобно сейчас делать, поэтому если это вызывает у вас затруднения, ну, можно, я думаю, сейчас провязывать обычные убавки. Не незаметные вот за краешки петель, а самые обычные. В следующем ряду 1 столбик убавка 6 раз и в следующем 6 убавок подряд. Дальше отверстие стянуть при помощи иглы. Ну и добавить наполнителя, проработать боковые части игрушки. Ну и вот, в принципе, фигурка готова.